I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Яркая звездочка модельного бизнеса, Дарья Бульба, прекрасное создание с открытой улыбкой, казалось, была рождена для успешной карьеры и беззаботной жизни. Так все и складывалось поначалу, до того рокового дня, когда она, напевая и пританцовывая, шла по набережной китайского мегаполиса. Тайна исчезновения девушки в центре оживленного города, буквально напичканного видеокамерами, вот уже 7 лет не дает покоя ее близким и всем, кто узнает об этой загадочной истории. Начало карьеры. Героиня нашей истории родилась в Одессе в 1995 году. Ее артистичность была заметна с самого детства. Музыкально одаренная девочка хорошо пела, играла на гитаре. Закончив школу, поступила в колледж гостиничного хозяйства, но обычной учебы Даши было мало. Она мечтала стать моделью и поэтому поступила на специализированные курсы. Красивую девушку с выразительными глазами охотно приглашали для съемок в рекламных роликах. Дашино лицо замелькало в журналах и каталогах. Начинающая модель стала делать карьеру не только на родине. К 20 годам она успела поработать в Греции, Турции, Италии, на Тайване. Контракт с китайским модельным агентством и последовавший за ним отъезд в Шанхай не вызвали у родных никаких сомнений, что все будет хорошо и что это всего лишь новый интересный опыт для Дашиной карьеры. Тем более, что каждый день девушка общалась с родными и друзьями по телефону и в социальных сетях. Привычное течение жизни Дашиных родителей оборвалось 6 августа 2016 года, когда дочь не позвонила близким. Соседка по квартире сообщила, что Даша отправилась на встречу с незнакомым парнем и домой в этот день так и не вернулась. Связавшись с сотрудниками украинского консульства в Китае, семья Даши поручила подать от их имени заявление в местную полицию, которая начала поиски пропавшей модели. У себя на родине родители обратились на все телеканалы с просьбой рассказать об исчезновении дочери в надежде получить хоть какую-то информацию. Ежедневные звонки в Шанхай ничем не могли обнадежить убитых горем родителей. Тогда Дашин отец решил сам отправиться в Китай и принять участие в поисках, но полицейские отговорили его. Они посчитали, что расстроенный мужчина им будет только мешать. Ход расследования. Чем больше информации удавалось узнать о процессе следствия, тем все более странным казалось дело. Каждая новая деталь разрушала предыдущую картину происшествия. Так выяснилось, что Даша получала звонки от неизвестного, который назначил девушке встречу в одном из отелей, но сам туда не явился. Подруги рассказывали, было впечатление, что звонивший хотел посмотреть, как долго и каким способом модель будет добираться до названного адреса. Затем поступила новая информация, полностью меняя выстроенную ранее версию. Якобы в этот день девушка должна была встретиться с неким прилетевшим из Москвы другом. Шанхайская полиция, не найдя виновных или логичных причин для исчезновения Даши, склонялась к версии самоубийства. Стражи порядка полагали, что красавица не выдержала давления на работе, из-за чего и решила покончить со всем сама. Такое решение не устраивало близких, поэтому, не получив никаких внятных известий, глава семейства через 2 месяца все же прибыл в Шанхай. Прежде чем попасть к следователю, ведущему дело его дочери, отцу Даши пришлось пройти множество бюрократических препятствий. То, что он услышал, когда его наконец смогли принять полицейские, вызвало негодование. Следователи уверяли, что Даша находилась в неадекватном состоянии. Основанием для таких выводов послужило то, что девушка шла по набережной в наушниках и весело пританцовывала. По их мнению, так себя ведут люди под воздействием алкоголя или других веществ. Силовики объяснили, вдоль всей набережной расположены видеокамеры, и все они фиксировали передвижение Даши в тот роковой день. А исчезла она в момент, когда оказалась в слепой зоне между 2 камерами. Одурманенная чем-то модель
попросту утонула в море, заключили в полиции. Несчастному родителю вновь пришлось привлекать сотрудников консульства для того, чтобы расследование перестало носить формальный характер. Дипломаты повторно подали ноту, благодаря чему через 2 недели отца снова пригласили в полицейский участок. Вторая встреча была более продуктивной. Присутствовали силовики из разных отделений, иммиграционной службы, водной полиции, а также руководство следователей, ведущих дело о пропаже девушки. Во время беседы выяснилось, что Даша не покидала пределы КНР. Представитель водной полиции рассказал, что обследование дна, где, по их предположениям, утонула Даша, ничего не дало. По их словам, в акватории залива есть такие места, где собирается весь мусор, и если бы Даша утонула, ее тело или вещи, которые были с ней, наверняка оказались бы в этих карманах. Так возникла надежда, что девушка все еще жива. Следователь показал видеосъемки с уличных камер, на которых было видно, как идет Даша, и что до следующих камер она не доходит. Присутствовавший на встрече психолог проанализировал Дашино поведение и не выявил никаких неадекватных действий с ее стороны. Девушка вела себя нормально, и не похоже было, чтобы она находилась под воздействием каких-либо препаратов. Силовики сообщили, что проверили на тот момент все больницы, морги и полицейские участки, но юной модели нигде не было, она просто бесследно исчезла на коротком отрезке Шанхайской набережной. Отец Даши, находясь в Китае, проводил собственное расследование, пытаясь хоть что-то узнать о судьбе дочери. Он встречался с ее соседками по квартире и с агентом модели, которые рассказали, как искали подругу, как их 8 часов допрашивала полиция, оказывая психологическое давление, чтобы они признали, девушка вела себя неадекватно. Но ребята утверждали, что у Даши в последнее время все было очень хорошо, появилось много работы, она была востребованной моделью. Сколько я общался с этими китайцами, они такие, конечно, герои, но все опасаются полицию, просто все поголовно. Якобы они улыбаются, делают чай, ну, чтобы такого конкретного что-то делали. Ну, говорят, вот мы делаем, пробиваем, начали чуть психовать, что-то мы им тут рассказываем, что делать, там, у них работы много в Шанхае, не вы один. Владельцы агентства BYC Model Agency, с которым Дарья Бульба заключила контракт, также сообщили, что у их сотрудницы не было никаких проблем, и если бы они увидели, что с ней что-то не так, то сразу же отправили домой. Переживавшие о пропаже Даши работодателя распечатали листовки об исчезновении, раздавали их у метро и расклеивали в том районе, где она жила. Но по какой-то причине полиция предупредила, чтобы агентство не вмешивалось в поиски, пообещав в противном случае большие проблемы со своей стороны. В течение последующего месяца произошло новое странное событие в этой истории. Неожиданно ожила Дашина страница ВКонтакте. Родные увидели, что кто-то заходит в сеть из разных мест Китая. Отец Даши сообщил об этом в полицию, но там это не приняли к сведению, сказав, что для них это несущественно, якобы в аккаунт мог зайти кто угодно. Помимо множества нестыковок, настораживал еще и тот факт, что в полиции периодически меняли время исчезновения. В течение первых 2 месяцев сообщали, что она пропала на набережной в 5-10 утра. Но когда родители предоставили свидетельство того, что Даша заходила последний раз на страничку ВКонтакте в 7:45, то в полиции стали говорить, что ее телефон был в сети после 8 утра. На просьбу отца проверить последние входящие и исходящие звонки с телефона дочери ничего сделано не было, зазвучали отговорки о тайне следствия и особенностях местных технологий. В какой-то момент пытливый родитель вышел на след таинственного друга девушки, Павла Дангузашвили, с которым она познакомилась в предыдущих поездках в Китай и постоянно общалась. Но все попытки встретиться и поговорить с парнем ни к чему не привели. В отличие от других знакомых, которые стремились помочь в поисках, Павел от общения уклонялся. Жители дома, где девушка снимала квартиру, и продавцы магазинов возле него рассказывали, что очень часто видели ее с Дангузашвили. На новый официальный запрос консульства с требованием о допросе Павла стало известно, что на следующий же день парень уехал в Грузию, хотя до этого безвылазно жил и работал в Китае в течение 5 лет. Я с ним знакомился, где-то, я не помню, года, может, 3 назад, 2. Там договорились встретиться, и там у нас, в общем, произошел секс. Потом мне как-то момент стало неинтересно, потому что она очень любила увлекаться наркотиками, меня это отталкивало. Друзья Даши ВКонтакте подтвердили, что разговаривали с ней в то время, когда она шла по набережной через китайскую социальную сеть WeChat. По их словам, она сообщила, что дошла до дома, в котором живет, и будет ложиться спать. Эти сведения были предоставлены в полицию, но никого не заинтересовали. Более того, полицейские начали демонстрировать, что они и так очень много времени уделили отцу Даши, пора ему ехать домой и не лезть в расследование. Очередная нота консульства привела лишь к тому, что
версия следствия вновь изменилась на самоубийство, а отсутствие тела было объяснено тем, что оно зацепилось рюкзаком за проплывающий корабль и его вынесло в море. Опять вернулись и к первому времени исчезновения – 5-10 утра, забыв факт появления сообщений в интернете в более позднее время. Домой отец Даши возвращался ни с чем, уже на родине. Неожиданно с ним на связь выходит Павел Дангузашвили, предложивший за деньги сообщить о виновниках исчезновения девушки. Он написал, что якобы у его бывшей подруги-китаянки брат работает полицейским в Шанхае, и похищение организовано им. По версии Павла, так его девушка из ревности отомстила Даше. Родители сказали, что заплатят, когда найдется дочь. Тогда парень ответил, что пошутил, и вся переписка – это только его выдумки и предположения. Вскоре Павел вернулся в Китай. И хотя эта странная переписка была отправлена для проверки в полицию Шанхая, его так и не вызвали на допрос. Версия исчезновения. Все эти годы семья Дарьи Бульбы поддерживает связь с украинским консульством в Китае. В полиции утверждают, что в Шанхае это первый такой случай с иностранцами, когда человек исчезает бесследно. Тайна, которой покрыта эта история за минувшие годы, дала почву для появления самых неожиданных версий, вплоть до того, что исчезнувшая модель могла быть связана с китайской разведкой. Якобы она приняла предложение офицеров из ракетно-космической отрасли работать на них, а чтобы никого особо не посвящать в свою новую профессию, красавица в прямом смысле испарилась. Люди, верящие в такой поворот событий, цепляются за явную незаинтересованность полиции. Кажется, местные копы делали все, чтобы отстранить от поисков близких и коллег Дарьи. Другие версии более реалистичны. Мама Дарьи предполагала, что все произошло из-за того, что дочь получила приглашение сотрудничать с Шанель. Конкурентки, узнав об этом, могли устранить соперницу. Согласно второй теории, Дарья попала в сексуальное рабство. Одна из моделей даже вспоминает, как видела Бульбу после ее исчезновения в одном из клубов. Когда девушка окликнула ее по имени, Даша обернулась, однако так и не успела подойти. Ее схватили под руки мужчины и увели из заведения. Проблемы с наркотиками и подработка в секс-индустрии – частое явление в современном мире моделей, поэтому такая версия имеет право на существование. Есть еще одно предположение о том, что Дарья попала в криминальный бизнес, связанный с наркотиками. Как подтвердили близкие друзья, девушка употребляла запрещенку и даже показывала им при общении в социальных сетях аптечку с различными психотропными веществами. Из-за того, что Даша упоминала в общении о своей зависимости, появились предположения, что она продавала наркотики, и это обернулось для нее смертью. Дорогие зрители, а какая версия вам кажется наиболее правдоподобной? Как вы считаете, имеет ли Павел отношение к исчезновению Даши? Могла ли полиция быть причастна к этому происшествию? И какие цели преследовали силовики, скрывая и путая факты? Делитесь своими мыслями в комментариях.